Всем привет! Сегодня у нас расклад про судьбу и про твой второй шанс. Посмотрим, в каком шансе ты нуждаешься, даст ли судьба этот второй шанс, и что сделать, чтобы не проворонить этот шанс. Конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку, в закрытые расклады, в марафоны, в трактовки колод. И трактовки, кстати, колод не по БК, да, не по вот эта маленькая белая книжечка, а вот именно так, как идеально. Ссылка в описании к видео на Бусти и в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. И единичка. Единичка, в каком шансе ты нуждаешься для сигнификации? А ты знаешь, ты сейчас вот как кошка, которая сама себя тюкает хвостом. Потому что мозги в одну сторону, сердце в другую сторону. Тебе жизненно нужен пинок под зад, чтобы наконец-то разобраться в своих чувствах и перестать по кругу ходить. И ты застряла в этой хрени, где ты сама не понимаешь, чего ты хочешь. То ли новых отношений, то ли старых граблей, то ли шоколадку. Вот смотри, у тебя в голове бардак полный. Ты анализируешь каждую ерунду, жевываешь, пережевываешь вот это прошлое. Планы строишь, а в итоге движений вообще ноль. Не потому что возможностей нет, как тебе сказать, возможностей до хрена. Но ты их в упор не видишь, потому что вместо того, чтобы слушать себя, ты пытаешься быть удобной. А для кого? Для бывшего, который уже давно с другой тёлкой, как говорится, пузо об пузо шарахаются. Для подруг, которые тебе советы дают, пока сами в таких же соплях сидят. Для мамы, которая орет: «Внука хочу, внука хочу». Вот тебе шанс научиться любить себя по-нормальному, без вот этих дурацких условий. Не вот это «если я похудею на 5 килограмм» или там «когда я куплю квартиру». Понимаешь? И не после того, как он там вернется, твой бывший. Вот прямо сейчас. Потому что пока ты не разберешься, что для тебя любовь на самом деле, ты будешь на одни и те же грабли наступать. У тебя как? Ты все либо контролируешь, либо во все тяжкие пускаешься. А надо просто перестать бояться, что тебя обидят. Обидят, конечно. Зато ты будешь знать, что ты честно попробовала, а не сидела в своей ракушке и ныла. Ты не ребенок же, чтобы там реветь из-за каждой царапинки. Хочешь любви, будь готова к тому, что придется открыться, а не прятать чувства за вот этой стеной сарказма своего. Использовать будут, но это же не повод хоронить себя заживо. И вот сейчас тот момент, когда надо взять, как говорится, тупой меч правды и рубануть все вот эти сомнения. Или ты строишь отношения на своих условиях, или продолжаешь вот быть вот этой, как сказать, подстилкой для чужих амбиций. Тут твой выбор. И я за тебя выбор этот не приму никак. Даст ли судьба второй шанс? Ну смотри, вот посмотри на картинки. Даже трактовать, правда, не нужно. Судьба, она уже тебе шанс дала.
Но ты вид упорно делаешь, что ты его не видишь. Почему? Почему? Потому что ты собачка Павлова. Только заслышала звонок колокольчика, да, а СМС-ку от бывшего, сразу слюньки пускаешь и бежишь облизывать его старые кости. Ты в прошлом застряла. Видишь, как он ностальгирует. Понимаешь? Ты застрял, как в лифте между этажами. Вроде ты и не внизу, но и не наверху. И пока ты вот ностальгируешь по тем временам, когда он тебе цветы на 8 марта дарил, да, а потом чпокал любовницу в вашей же кровати, мимо тебя проходит куча возможностей. Ты их даже не замечаешь. У тебя в голове «жизнь ко мне несправедлива, мужиков вокруг нет». Да нет, ты своей вот этой энергетикой ты кого привлечешь? Ты мужиков даже не замечаешь, потому что смотришь ты вот как в машине едут, да, в заднее зеркало только смотришь. И это не про шанс вернуть все как было. Бывшего не вернешь. Это шанс с чистого листа начать. Но ты его просрешь, если ты не перестанешь метаться между бывшим и своим будущим. Понимаешь? У тебя а вдруг он изменился? Ой, нафиг надо, я независимая сильная женщина. Независимая — это не когда ты 3 месяца сидишь дома и плачешь под сериалы. Независимая — это когда ты берешь эту самую свою жизнь и идешь на свидание. Или там в клуб, где полно новых людей. Вместо того, чтобы пялиться в его там соцсети. И ты одна из тех, которые мне вот под раскладами пишут: «Ой, я бывшего загадала». «Ой, мне не нужен бывший», да? Смотрим расклад и «Ой, мне не нужен бывший». А что ж ты смотришь, если тебе не нужен? Ты сама себя обманываешь. Сама себя. И очень сильно обманываешь. Я не люблю бывшего, он не нужен, он мудак. И ты меня догоняешь, как говорится, за 7 километров, чтобы мне сказать, что тебе бывший не нужен. Ты сама-то в это веришь? Судьба не будет вечно стучаться в твою дверь. Она уже этот шанс тебе под нос положила. Как вот мне Барсик однажды птичку принес в кровать, когда я болел. Он на балконе поймал птичку и принес мне. Я думаю, что звенит, как его, кричит. А он ее не поранил, ничего, он мне живую принес в зубах. Вот он тебе, как Барсик, вот эту птичку уже принес. Судьба, я имею в виду. А ты ее игнорируешь, потому что ты боишься, что новая любовь окажется такой же плохой, как старая. Конечно, будет плохой. Понимаешь? Но это твой плохой будет мужик, а не чужой. Хватит всех мужиков сравнивать с бывшим. Это не эталон. Это просто мудак, который тебе не подошел. И если дальше будешь торчать в этом болоте, шанс уплывет к той, кто вот не боится ручки запачкать. Есть одна комментаторша на канале, я иногда и удивляюсь, ее часто читаю. Она в каждом раскладе про другого мужика пишет. В мужиках вот у нее много. Я не осуждаю ни в коем случае, но она понимает, что мир-то не сошелся на одном бывшем. Да, где-то перебор, но это не мое дело, да, это не моя жизнь. Но факт остается фактом. Она не в прошлом живет. Хотя, скорее всего, она меня сейчас смотрит, и я прекрасно знаю, что проблема в том бывшем, который накакал, а потом начал сама. Но это не психологический расклад. Итак, что делать, чтобы не проворонить этот шанс? А тут все просто. Жадиной быть перестань. Ты знаешь, ты как вот белка из вот этого, как его, вот которая с этим орехом-то бегала все время. Вот ты держишь орешек,
в одном дупле, да, и боишься выпустить хотя бы один орешек, а вдруг голодные времена наступят. Так вот, голодные времена, они уже наступили. Ты сама себя загнала в эту хрень. Ты цепляешься за свои принципы, за свои обиды, за свои планы, что даже не видишь, что жизнь тут тебя уже обгоняет она. Ты хочешь контролировать все: чувства, деньги, отношения, даже погоду за окном. А шанс, он же как ветер. Дует, когда хочет, а не когда тебе удобно. И если ты сидеть будешь и ждать идеального момента, то все проворонишь. Потому что идеальный момент — это когда ты наконец-то отпускаешь бывшего, отпускаешь контроль и разрешаешь жизни течь так, как надо, а не так, как ты распланировала в своем блокнотике. Перестань риска бояться. Больно боишься будет, да будет больно. Будет больно, прям вот больно. Может не получиться? Конечно, может. Но если ты не попробуешь, будет еще хуже. Потому что через год ты оглянешься и поймешь, что так ты и застряла в этой же квартире со своим котом и мыслями о том, а что если? Время-то оно не ждет. Да чего-то, она сейчас рядом. Но она не будет вечно танцевать вокруг тебя. За хвост ее хватай, даже если тебе кажется, что ты не готова. А вот это прошлое копить, обиды старые копить, как этот пакет с пакетами. Выкинь этот хлам и освободи место для нового мужика. Бывший тебе не нужен. Не пытайся также удержать все под контролем. Иногда же просто нужно прыгнуть в воду, а не стоять на берегу и мерить температуру воды градусником. Если будешь и дальше кулачки свои сжимать, ничего не войдет в твои руки. Просто расслабься и позволь чему-то хорошему случиться. Боишься, что мудаки одни только приходят? Приходи в проживание, ты это проработаешь, и ты будешь притягивать тех мужчин, которых ты хочешь. Понимаешь? Ссылки в описании, приходи. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Вам тут тоже трактовать ничего не надо, по картинкам все и так понятно. Двоечки, сигнификация у нас в каком именно шансе ты нуждаешься. Ну, знаешь, проблема твоя, она в том, что ты вот долго, слишком долго ноешь, вместо того, чтобы начинать действовать. А шанс тебе нужен не в любви, не в деньгах, нет, а в том, чтобы наконец-то взять свою жизнь под жесткий контроль и перестать быть тряпкой. Ты же сама знаешь, сколько вот уже можно по одному и тому же кругу ходить. И этой несправедливость мира, жизнь ко мне несправедлива. Пора выкинуть всю эту фигню и пересмотреть весь свой подход к жизни. Речь не о том, чтобы просто работу сменить или мужика бросить. Это все поверхностно. Твоя попка требует тотальной перезагрузки системы. А это вычистить хлам из головы. Перестать оправдывать свои страхи. Начать действовать как взрослая женщина, а не как испуганная школьница. А шанс именно в этом. В возможности вырвать корни старых проблем и принять решение, которое раз и навсегда изменит правила игры. Ты слишком долго позволяешь себе топтаться на месте под вот этой маской размышлений. Я думаю. Может, хватит?
Либо ты сейчас берешь ответственность за все, за твою работу, за твои отношения, за здоровье, понимаешь? Либо продолжай дальше закапывать себя в дерьме, извини меня за выражение. Время для вот этих полумер, оно ж прошло. Тут конкретика нужна. По пунктам все расписать, что из твоего прошлого вот стоит похоронить без сожалений, да, что реально имеет право на существование, без иллюзий, без вот этого «а вдруг», без надежды на авось. Судок, он должен быть холодным, как вот льдышка, а действия резкими. Вот этот шанс у тебя он есть. Озвереть и сделать то, о чем ты годами даже боялась подумать. Даст ли судьба второй шанс? Дадут все тебе шанс, да, но не обольщайся. Это будет ловушка под сладкой оберткой. Все, вот, что сейчас на горизонте маячит, оно придет в красивой упаковке. То есть там новые перспективы, там милые какие-то подарочки, душевные разговоры по душам, извини меня за тавтологию. И да, ты поведешься, потому что ты всегда ведешься на эту херню. Твой грех, он в том, что ты путаешь мечты с реальностью и готова хвататься за любую соломинку, лишь бы не признать очевидного. И судьба подкинет тебе такую ситуацию, где тебя попытаются обвести вокруг пальца, да, обмануть. Причем ты сама будешь этому способствовать своей же наивностью. Не жди подарков, жди подвоха. Все, что сейчас выглядит как спасательный круг, он окажется веревкой на шее, если ты не включишь свою вот эту паранойю. Ну, в пределах разумного, конечно. Причем опасность не в явной угрозе, а в том, что ты сама начнешь оправдывать тех, кто тебя использует. Где-то типа «он же не специально» или «работа хотя бы какая-то». Понимаешь? Это все, вот это вот, как называется-то, вот когда повторяешь, мантры твои. Так вот, этот шанс именно на это и рассчитан. Ты ухватишься за иллюзию, потратишь кучу времени, кучу нервов, а потом поймешь, что тебя просто развели как вот наивную. Но если ты сейчас не будешь витать в розовых соплях, а устроишь жесткую проверку всем и вся, то шанс может сработать. Суть в том, чтобы не верить словам, а требовать факты. Не потом, не там, не может быть, а прямо здесь и сейчас. Все договоренности с людьми строго на бумаге, где есть печати. Все обещания должны быть с конкретными сроками. Любое отступление от того, что я сказал, это сигнал, что тебя держат за дуру. Знаешь, что вангую, что через полгодика ты будешь смотреть вот этот расклад и говорить, что ж, я тогда его не послушала. Что сделать, чтобы не проворонить этот шанс? Ну, знаешь, твоя главная проблема сейчас — ты сама себе враг. Ни больше, ни меньше. Ты сама себе враг. Сидишь в своей норке и жалеешь себя. Отмазки придумываешь. Приходи, дед тебе говорит, в проживание. А ты такая, ой, потом, ой, с 1 января, ой. И вот эти отмазки сыпятся. А потом удивляешься, почему мир тебя обходит стороной. Чтобы шанс, извиняюсь, чтобы вот шанс не проворонить, тебе 2 вещи всего нужно. Прекратить ныть и начать пахать, как проклятая. Вылезай из этой воображаемой тюрьмы, где ты якобы не можешь все изменить. Можешь. Ты весь мир можешь раком поставить.
Просто вместо действий ты выбираешь страдания. Потому что что? Потому что это удобненько. Вот тебе нужно перестать раздумывать и начать методично, по шагам делать то, что давно должно быть сделано. Не жди вдохновения, не жди знака свыше, не жди голубого волшебника на золотом вертолете. Бери и долби одну точку, пока не пробьешь. Сосредоточься на конкретных задачах. Работа. Садись и учись то, что ты давно откладывала. Ну, знания, я имею в виду, квалификацию повышай. Отношения. Выясняй все жестко и без недомолвок. Здоровье. Дуй к врачу. К врачу, а вот все вопросы, все и так далее, все к врачу. Никакой многозадачности. Выбери один фронт работ и бей в него до самого результата. Бей, 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 бей. Никаких вот этих «ой, я сегодня не могу, завтра начну, с понедельника начну, с 1 числа начну». Нет. Ты сейчас стоишь на пороге. И малейшая слабина — все, шанс упущен, значит. Работай до седьмого пота, не отвлекаясь на всякую ерунду, типа вот э, сериалы турецкие, ой, я просто полежу, бесконечная болтовня с подружками, а подружки-то твои какие? Мы сейчас бизнес какой сделаем. Ой, я какое придумала. Через неделю уже другое придумала. Через 3 недели еще третье придумала. И так ни денег, ни дела. Хотя вот подружки твои, которые фантазируют, что-то начинают, до конца не доделать. Не будь такой говной. Никто за тебя ничего не сделает. Никаких поблажек себе, никаких оправданий. Каждый день четкий план, и это выполнение этого плана. И я не мотивирую тебя. Тут нет мотивации. Это про дисциплину я тебе говорю. Хочешь изменить жизнь, перестань быть тряпкой и стань роботом по достижению цели. Прям суперменом. Не можешь, иди в проживание, в маге ты это начнешь все делать. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Было бы желание, правда? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки у нас в страхах погрязли. В каком шансе ты нуждаешься? Ну, тут даже трактовать, опять же говорю, не нужно. Тут колода такая, которая и по картинкам все понятно. А ты сейчас, вот, как сказать, когда надо взять тебя за шкирку из вот этого дерьма, где ты по уши увязла, и встряхнуть. Потому что себя загнала ты в клетку. Вот эти твои вечные. Что, если он посмеется? А вдруг не получится? А это вот это? А вдруг, а если? Еще и привычка у тебя цепляться за то, что давно пора в помойку выкинуть. Шанс тебе тоже не в деньгах и не в любви нужен. В том, чтобы перестать быть заложницей своих же страхов и тупых установок. Ты на месте топчешься. Потому что ты боишься выбрать или остаться в знакомом болотце, где все прогнило, черви уже, но зато привычно, да? Или рискнуть и в новое пойти, где страшненько, зато там есть шанс на жизнь. Твоя беда, она в том, что ты уже столько лет кормишь своих вот этих демонов, а это у тебя
Зависимость от мудака, работа, которая тебя убивает, привычка себя жалеть. Вот это твоя петля на шее. Пора оборвать эту петлю и решение принять. Не вот это твои «может быть» когда-нибудь, не потом когда-нибудь, а вот сейчас. И судьба даст шанс. Больно будет, но шанс таки дадут. Только знаешь, это не будет такой подарок в красивой упаковочке. Это будет скорее пинок под зад. Ты сейчас как раз вот на том этапе, где вот старое должно сдохнуть, извини меня за выражение. То есть отношения, работа и твои тупые иллюзии. И не ной, что «Ой, как же так? Это». Ты ноешь, что у меня вот тошнотики даже в душе, когда я тебе это все говорю. И тошнотики — это считывание твоего инфополя. Смерть тут не про физическую смерть, нет. Про то, что ты должна похоронить все, что тебя ко дну тянет. Повиснешь вниз головой, потому что судьба тебя заставит остановиться. Никаких рывков вперед, будешь вариться в собственном соку, пока ты не осознаешь, что ты бесишься не потому, что мир несправедливый, а потому, что ты сама все просрала. Шанс будет, но только если ты не будешь упираться. Вот просто прими, что сейчас твоя задача не лезть на рожон, а переждать бурю. Да, некомфортно. Да, захочется снова на грабли наступить, а то и вообще потанцевать на них. Но выдержишь, выйдешь очищенный. Что делать, чтобы шанс не проворонить? Приходи в проживание арканов, ты шута проживешь, в маге начнешь все. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Ты должна включить мозги и не бросаться в омут с головой. Сначала вот сядь, выдохни, подумай, куда ты вообще лезешь. Не надо метаться, как вот угорелые, там кидаться на сразу первых мужиков, который просто улыбнулся, верить первому встречному с поперечному, с красивыми обещаниями. Начни себя уважать. Вот по поводу мужиков возьми паузу на неделю. Даже не на неделю, а вот столько, сколько нужно, чтобы понять, что он тебе реально нужен или нет. Телефон отключи. Перестань выслушивать советы твоих гадских подруг. Особенно вот тех, кто сам живет как слепой котенок. Только в тишине ты услышишь себя. И потом уже строй планы. Если говорить по проживанию, это ты проходишь мага и так далее. И в жрице наступает вот эта самая тишина, о которой я говорю. И планы свои строишь в этой тишине не на бумажке. Понимаешь? А вот конкретно, вот, как сказать, с цифрами, сроками, четкими шагами, которые ты в магии сделаешь, в жрице ты это все, как говорится, начинаешь понимать. Знаешь, не пытайся прыгнуть выше головы. Если гнаться за всем сразу будешь, сольешься. Одно направление выбираешь, собираешь информацию в жрице. С теми, кто в теме, посоветуйся. Но вот советы советами, но последнее слово оставляешь за собой. И, как ты помнишь, да, в жрице не скорость важна, нет. Важно не свернуть в сторону из-за страха или какого-то чужого поганого мнения. Ну а я всегда буду рядом.